Представляете? А если у вас уже и есть история, то старайтесь ориентироваться только на позитивные истории своей жизни и старайтесь из нее не доставать никакой ужас. Почему? Незачем это делать. У каждого было вот там сзади куча разных каких-то историй, проблем, негатива и так далее. Но здесь особенность. В эзотерике есть такое понятие, которое звучит так. Действие равняется противодействию. То есть в случае, если ты создаешь не действие, а подобное притягивает подобное. То есть если ты постоянно страдаешь и из прошлого достаешь только страдальческий опыт, если тебя все время мучает это прошлое, я расскажу, как это убрать, то тогда ты будешь создавать и в будущем появление, рассматривание только одной пыли. Вот смотрите. Так очень часто бывает в семьях. Мужчина и женщина, они живут. Мужчина зарабатывает деньги, а женщина смотрит за детками и ухаживает за ними с утра до ночи. Смотрите, их дворец в том, что они оба создают великолепную семью. То есть они живут с позиции, при которой и он, и она работают над тем, чтобы их семья была в достатке, чтобы у них водились деньги, чтобы дети были умытыми, расчесанными и вся одежда была поглажена, а в квартире был порядок. И женщина, и мужчина делают, по идее, одну и ту же работу. Согласны? Они строят семью. Все согласны с этим? А почему же они начинают скандалить? Потому что она думает, что он не уделяет ей внимания, а он старается побольше заработать, там, я не знаю, 24 часа работая и стараясь сделать так, чтобы в дальнейшем больше денег зарабатывать. А почему так происходит? Потому что они в самом начале не ориентировались в то, чтобы работать над одной идеей. И эта идея в их случае должна была быть такой. И ты, и я, несмотря на то, чем мы занимаемся, мы строим одну крепкую семью. И находим повод для того, чтобы эту семью сохранить. Согласны? Вы представляете, как удобно вот такой вот ориентир. Где ты был? Строил свою крепкую семью. Поэтому я хотел поработать подольше, чтобы мы больше в дальнейшем зарабатывали. А что может разрушить семью, хоть и не сегодняшняя тема? Слово, хотите его вам скажу? Это слово «а ты». Не используйте слово «а ты» в семье. Говорите «мы», как я это делаю. Я говорю, как у нас дела? Понятно? Как у нас дела? Как мы себя чувствуем? Как у нас там, что у нас там дома? Понимаете, почему? Потому что это важнее. Потому что если мы хотим сохранить семью, то тогда «а ты» разрушает семью. А интересно то, что я рассказывал? Класс. И мне нравится. Итак, вернемся все-таки к страданиям. Итак, человек делится на 3 элемента осознанности. Это элемент осознанности истории, которые находятся в середине моего тела. То есть те амбиции, которые являются моим опытом. То есть человек считает, что он должен конкурировать и ставить свой опыт, который есть в его жизни, на первое место. Вы понимаете, если мы начинаем ставить этот опыт на первое место, то обязательно найдется кто-то, кто умнее, найдется кто-то, кто богаче, найдется кто-то, кто моложе, найдется кто-то, кто здоровее. Конкуренция. А в эзотерике конкуренции не должно быть. Поняли? Поэтому если этот опыт сделать неважным, то тогда конкуренция падает сама по себе. Согласны? Удобно? Оказывается, в случае, если осознать свой опыт с позиции неважности этого опыта, тогда жить становится легче. Почему? Исчезают комплексы. Вы представляете? Потому что этот опыт не является важным. Почему? Ну разве, и давайте еще раз. Смотрите, когда вы будете умирать, вы будете вспоминать свою жизнь с позиции знаний, то есть будете вспоминать химию, физику, математику, алгебру, геометрию там, и так далее. Не будете же вспоминать, а будете вспоминать, кто когда ругался, как в детстве обижали и так далее. Да? То есть это либо страдание, либо радость. То есть вы будете иметь воспоминания, в которые будет формироваться, и у вас будет как на чаше весов. То есть 2 чаши весов будут создавать для вас либо накопление радости, либо накопление страдания. Вы представляете? Посмотрите на людей. Очень часто люди живут с позиции, что все вокруг война. Мы живем на войне, и для нас важно либо нападать, либо защищаться. Семейная жизнь превращается в бесконечное, амбициозное укрепление своих рубежей с доказательством своего превосходства.
Да? И это приводит к большому количеству скандалов, люди начинают нервничать, очень сильно переживают, это развивает комплексы, люди начинают из-за этого болеть в дальнейшем. Таким образом, накапливая негативный опыт, человек переходит к большому количеству заболеваний, ведь все же заболевания идут из негативного опыта. Таким образом, не имея ценности, и эти ценности, которые даются каждый день Богом в виде того, что вы можете покушать, поспать, увидеть, как ориентация, помните, жить во дворце, то есть сориентировать себя не на пыль, а сориентировать себя на какую-то красоту. А то, что мы можем просто грубо покупаться и после этого вытереться там сухим полотенцем, понимаете, можно найти огромное количество элементов радости, даже задать где-то себе вопрос, сказать, от чего я в своей жизни искренне очень сильно получаю состояние радости и удовольствия. И после этого неизвращенного удовольствия, знаете, когда там как можно с большим количеством людей переспать, как можно больше там отобрать у кого-то денег и с кем-то или доказать свою амбициозность. Помните, я говорил, что одно из правил эзотерика, который пытается заниматься эзотерикой, это возможность найти в себе силы эзотерические и духовные, для того, чтобы разрушить истории и опыт, которые есть в середине нашей жизни, который тянется из прошлого в виде нашего опыта и то, что делает нас выше другого человека. С этой позиции любая религиозная парадигма является элементом, надо говорить по-русски, концептуально, надо говорить по-русски. То есть любая религиозная идея является элементом, при котором кто-то становится выше людей, а кто-то становится ниже. Но это же неправильно, потому что люди между собой равны. Почему не хотят верить такому человеку? Почему не хотят общаться с таким человеком? Потому что этот человек ставит себя выше. Даже помощь другому человеку кажется невыносимой для того человека, которому помогает. Почему? Потому что он чувствует себя ущербным. Замечали таких людей, да? Сами были на таких, наверное, каких-то, есть, наверное, опыт жизни, когда человек говорит, ой, я тебе хочу помочь. Человек говорит, не надо мне помогать, я сама или сам справлюсь. Почему? А не нужно мне помогать, потому что таким образом человек говорит, я тогда одновременно становлюсь более ниже на уровне, а ты становишься более выше на уровне, понимаете? Таким образом ты умудрился, а я вот такое ничтожество не умудрился, а ты вот такой вот, или ты там вот такой вот более духовный, а я менее духовный, более богатый, я менее богатый. А это все истории. Вы представляете, чем больше в вас есть историй, которые тянутся из вашей жизни, особенно негативных, тем больше в вашей жизни будет несчастья. Карма. Представляете? Поэтому совет номер один, я не знаю какой, всегда в своей жизни старайтесь из своих воспоминаний доставать только самое хорошее. Старайтесь вспоминать только то, что было приятное. С чем связано? Совсем связано. Да заканчивайте элемент здрасте. Заканчивайте элемент страдания, он никому не нужен. А если есть история, то страдания будут всегда превалировать. Вы должны это понять. Как бы вы ни хотели, но если вы богатый человек, будет кто-то более богатый. Какой бы вы ни были умный, найдется кто-то более умный. Но зато быть счастливым человеком и быть радостным человеком, это большое счастье. Почему? Утром встал, и после этого тебе человек говорит, ты какашка. И ты говоришь, а я не верю. Почему? Тут все какашки. Почему? Потому что я не знаю почему. Я даже этого не помню. Даже в семье это очень сильно помогает, когда кто-то там создал предпосылки скандала, или кто-то создал в бизнесе предпосылки скандала, а я через час уже этого не помню. Почему? Особенность, если вы эзотерики и собираетесь дальше работать как эзотерики, запомните условия жизни, оно звучит так. Опыт прошлой жизни или опыт вчерашнего дня, или даже часовой опыт, который был раньше, он уже не важен. Только в случае, если в нем нет позитивного опыта. Знаете химию? Ну, знаете, молодцы, отлично. Вы от этого можете либо страдать, либо получать состояние радости. Тогда что нужно выбрать? Радость испытывать. А я радостен, я это знаю. Но это не значит, что я выше тебя, а ты ниже меня, потому что я это знаю. Почему? Перед Богом все равны. Одна из особенностей эзотерики. Второе. Оказывается, у нас есть еще и восприятие тех людей, которые находятся вокруг нас. Оказывается, восприятие людей очень часто влияет на наше внутреннее состояние. Вы это замечали, наверное? Человек вроде и молчит,
И это не имеет никакого значения. Почему? Старайтесь в этом случае ориентироваться на то, чтобы не нести или не вытягивать из того общения, которое находится рядом с вами, определенные истории. Они вам тоже не нужны. Старайтесь находить позитивные истории из общения с теми людьми, с которыми вы находитесь рядом. Тогда вы увидите, эти люди меняются сами по себе. Их не нужно будет перевоспитывать, вы представляете? Они становятся другими. Почему? Дело в том, что, вот смотрите, я прихожу домой, и мне жена говорит все время: ты неудачник, ну что ты пришел пьяный, как всегда урод, да? Ну иди нафиг, задолбал уже, ко мне не подходи. После этого я хочу бросить пить. Прихожу домой, она говорит: что, трезвый пришел, да? Что это там, собака сдохла в лесу? После этого я на второй день прихожу, она говорит: что, снова трезвый, что, к любовнице начал ходить? Что ты трезвый ходишь вообще? Что, забыл, как бухал, да? 10 лет пробухала скотина, животное. Ходишь тут, воняешь вечно, животное. Или человек уже не пьет год, а ему каждый день жена говорит: помнишь, ты там мне изменял, помнишь, приходил пьяный, помнишь, ты изменял, помнишь, приходил пьяный. Что она делает? Она как в клетке удерживает его от того, чтобы он поменялся. Вы поняли, да? То есть она как в клетке через свои воззрения того, какой он должен быть, не дает ему возможности, чтобы он каким-то образом изменился. А как же это можно изменить? Вы представляете, это можно изменить только даже не прощением. Почему? Прощать — это, оказывается, тоже быть более надменным человеком. То есть я настолько офигенный, что я могу тебе простить. А ты такое бесстыжее существо, что я тебе прощаю. Понимаете? Здесь скорее не простить, а принять, что это было, и отпустить, как бы перешагнуть дальше. Согласны с этим? Вот смотрите, если у человека есть что-либо плохое, то вы, подчеркивая или думая даже об этом, не дадите ему возможность или шанс когда-либо поменяться. Таким образом, любые истории, которые тянутся из вашей памяти, которые заставляют вас формировать опыт тех людей, которые рядом с вами находятся, не дадут возможности этим людям рядом с вами играть совершенно другую роль. Поняли, да? Не дадут. Тогда скажите, если эти истории есть в вашей голове, то тогда может ли поменяться муж? Или может ли поменяться жена? Нет. А что? Или ребенок? Может? Нет. Почему? Вы же в клетке удерживаете его, а этой клеткой являются вот эти истории, которые тянутся и которые вы все время пытаетесь находить или доставать из своего прошлого опыта. А сами себя вы можете поменять в случае, если у вас есть истории опыта своей жизни? Нет, потому что вы удерживаете это все время, вспоминая, что вы должны делать, как нужно поступить и так далее. То есть вы не даете шанса себе измениться. Вы согласны с этим? Таким образом, в случае, если рядом с вами живет подонок, то его можно изменить. Каким образом? Не помнить. Тогда он поменяется. Я говорю это серьезно. Как же он бросит пить, если вы все время тянете это и вспоминаете, что тогда он пьяный пришел, и тогда он пьяный пришел. Как же может выздороветь человек, если все вокруг знают, что он болеет, и все вокруг ему сострадают? Таким образом, они удерживают его в клетке, его заболевания. Поэтому я очень часто говорю: болеешь — молчи, никому не рассказывай. Переболеешь, потом можешь уже ляпнуть. Понимаете, да? Почему? Чтобы не удерживали вас вот в этой сетке те люди, которые формируют о вас вот этот опыт. Представляете? Тогда, оказывается, любая история, которая связана с теми людьми, которые рядом с нами находятся, эта история мешает этим людям рядом с нами изменяться. А также история, которая связана с вами, мешает в дальнейшем и вам каким-то образом измениться. Но вас полностью устраивает ваша жизнь? Наверное, раз вы сюда пришли, не очень. Таким образом, в случае, если вы хотите измениться, то прямо как основа вот эзотерики, старайся не помнить опыт, который тебя связывает с этим человеком, в случае, если он негативный. Не вспоминай все негативное, что делал человек, и тогда он поменяется. Тогда воспитание может ли изменить человека? Я хочу к вам обратиться. Как это возможно? Если воспитание является постоянным подчеркиванием проблем прошлого опыта, вы должны понять, нету в воспитании прошлого опыта. В воспитании есть только особенность, где он должен страдать,
или он должен радоваться. Таким образом, возвращаясь к тому, где он радуется или страдает, он формирует события из вот этого опыта, и он другим не будет становиться. Почему? Зачем мне нужно формировать или тратить энергию на то, чтобы быть кем-то другим, если меня воспринимают только с позиции того, кем я был раньше? Поэтому сети, которые делает человек рядом с теми людьми, почему дети не меняются? Потому что мы удерживаем опыт и постоянно пытаемся их воспитать. Вот помнишь, я тебе сейчас скажу, ты тогда в ванне не смывал воду никогда, в школу опаздывал, ведешь себя как теленок. Друзья мои, так это же его будущее. Почему? Ну так а кто формирует? Мама формирует. Каким же он должен быть, если она этот опыт сформировала? То есть она ему постоянно говорит, что ты зачем тебе быть кем-то другим, если ты уже сегодня кто-то с этим прошлым опытом. Будет ли он меняться? А муж алкоголик, он будет изменяться? А дочка алкоголик там, или наркоманша будет изменяться? Нет. А вы вспоминайте, даже в мозгах вспоминать нельзя. Почему? Даже то, что вы создаете в мозгах, это тоже влияет на человека. Это вот эти ментальные нити или ментальные вот эти сети, которыми вы обмотали человека, и он не сможет из этого вырваться. Почему? Вы этот опыт сформировали и надели на него, как на клише. Почему я очень часто говорю человеку, живешь с мамой, вырывайся. Почему? Потому что мама помнит очень много плохих элементов, которые были связаны с твоим взрослением. И она формирует свой опыт по отношению к тебе и имеет историю, которая удерживает тебя, подобно тому, как будто ты в сети какой-то находишься. И ты никогда не сможешь измениться, потому что мама и есть та сеть, которая тебя постоянно в этом держит. Жена может быть сетью. Жена какая? Которая ориентирована на то, чтобы не жить во дворце, ориентирована на то, чтобы видеть бесконечно пыль, которая находится в этом дворце. Согласны с этим? Тогда вопрос. Внешний опыт, он настолько важен, чтобы его тянуть вновь и вновь? Не нужно вытягивать ничего из прошлого опыта. Дайте людям, которые находятся рядом с вами, измениться. Дайте им шанс. Согласны? Нравится то, что я говорю? Теперь человек устроен еще и по третьему принципу восприятия. Это третий принцип восприятия называется люди, которые не являются моей семьей, которые живут на улице. История внешнего мира. История внешнего мира. Скажите, вы знаете, что первые серебряные монеты были напечатаны в 1650 году? Их напечатали танкистадоры, испанские пираты. Первые серебряные монеты были напечатаны в 1620 или 1650 году испанцами. Тогда я хочу задать вам вопрос, о каких серебряных монетах пишется в Библии и в Евангелии? Какие 30 серебряников? Где они взялись, если они впервые были напечатаны спустя 1650 лет? Тогда вопрос сразу, является ли эта история достоверной? Но вы представляете, даже сказав эти слова человеку, который очень религиозный, это может вызвать у этого человека, наверное, конфликт по отношению ко мне. Этот человек начнет выяснять со мной отношения. А вот вы мне скажите, истории, которые вы видите, они влияют на вашу жизнь? Давайте я сам отвечу. Влияют. Оказывается, в случае, если человек смотрит истории, в которых, вот смотрите, что делают с людьми, убирают у них ценности у этих людей, заставляют их страдать, и после этого показывают им кино. Они в этом кино живут жизнью других людей и не живут свою жизнь. Таким образом, что воруют у человека? Его собственную жизнь, представляете, в которой он страдает, и ему интереснее втыкать в кино, вместо того, чтобы видеть, как растут дети, или как любимая жена там готовит еду, или радоваться каким-то там дворцам, в которых мы живем. Не на улице же, хотя на улице можно тоже радоваться жизни. Вы представляете, это такая особенность. Оказывается, в случае, если создать условия, при котором даешь человеку чужую жизнь, то тогда его жизнь не имеет значения. И этим пользуются эзотерические кланы. Они забирают такую жизнь и делают из такой энергетической жизни, проведенной задарма, жертвоприношения в виде определенных элементов ритуальной магии. Извините, что это пришлось сказать. Сейчас об этом даже рассказывать не буду. Тем не менее, когда смотрим на те истории, которые показывают по телевизору, я обычно говорю такие слова. Вы что-нибудь можете в этом изменить? А от того, что вы знаете, теперь можете? А скажите, это
Эти истории, они могут привести к тому, что люди начнут между собой сражаться, ненавидеть, а также друг друга уничтожать. Конечно. Таким образом, я могу условно сказать, что любая история, правдивая или неправдивая, и какая бы она ни была, касательная внешнего мира, эзотерика не должна колебать. Почему? Нас это не касается. Почему? Мы люди мира, для нас важно состояние мира. Почему? Мы люди, которые занимаются эзотерикой, живем по принципу, этот принцип звучит так. Живу только с любимыми людьми, живу где хочу и не особо забочусь о моей